Всем привет! Предлагаю к обзору отель, интересный отель Orange County, расположенный в городе Кемер, недалеко от центра города. Это первая береговая линия. Работает отель по системе ультра все включено. Построен отель в 2005 году. Этой же зимой, в 2022 году, проведена его полная реновация. В этом году у отеля новая концепция. Он сейчас принимает гостей по системе 16+. Ну, как бы детей вы здесь не встретите. Отель для взрослых. Проходим в отель. При входе с правой стороны у нас находится ресепшн. Здесь гости заселяются, оформляют документы. И в это время находятся вот такие здесь зоны отдыха. На территории отеля везде берет Wi-Fi. Вы будете с интернетом, проблем не возникает. С левой же стороны имеется бар. Здесь можно попить напитки, в том числе алкогольные. Привет. И водичку. Кстати, на территории отеля находится 9 баров. Один из них был перед вами. Все эти бары бесплатные. Единственный бар, который находится на пирсе, он за отдельную плату. Вот так выглядит холл. Холл отеля. Большой вместительный лифт. Кстати, вот вам сразу показывают температуру на улице. 33 градуса. Сейчас выходим, пройдемся по коридорчикам, посмотрим, как это все выглядит. Вот, сразу, 4-й этаж. Вид с 4-го этажа. И вы видите, как в бассейне отражаются здания, само здание основного корпуса. Ну, шутка. На самом деле просто выложено мозаикой амстердамские домики. И также с другой стороны. Вот вашему вниманию мостик. И такие домики в бассейне. Очень красиво. В коридорах уложен ковролин. То есть вы бесшумно передвигаетесь по коридору. Передвигаться в отеле удобно. Вот я сейчас иду тихонечко. Посмотрим сейчас, как выглядит стандартный номер. 1404. Это стандартный номер. Что в нем примечательно? Сейчас разберемся. Вау! Ну и сразу могу сказать, размеры ее довольно внушительные. Насколько я знаю, это 26 квадратных метров этой комнаты. При входе с левой стороны у нас двухспальная кровать. Свет и тумбочка, телефон, все присутствует, как и должно быть. Это свет выключаем в коридоре. Розетка присутствует с этой стороны, ребята. Индивидуальные есть подсветки, если вы читать любите. Красиво выглядят подушечки. Ну, мне понравилось. Очень интересно. Комната очень большая. Телевизор с приличной диагональю. Наверное, 50 дюймов, не меньше. Так, что мы видим? Значит, для удобств организованы всевозможные шкафчики. Имеются тапочки, место для ваших сумок. Не знаю, это для вас сюрприз. Пуфик. Интересный шкафчик. Вы туда что-то положите и будете видеть, что у вас в этом шкафу. Большущее зеркало с подсветкой. Вот. Холодильник. Ребята, напоминаем, холодильник пополняется каждый день. Пейте на здоровье. Что здесь? Столик. Раньше эти номера можно было объединять в один. Видите, здесь осталась после реновации дверь. В отеле проведена реновация в этом году, 2022 год, зима. И дверь сейчас закрыта. Ну, договориться, если вы поселитесь с друзьями, скажем, в соседнем номере, можно эту дверь открыть, если вам это необходимо. Балконы в отеле не очень большие. Вам показываю, как это все выглядит.
Выйдем, общий вид покажем на зону отдыха и бассейна. Вот вид на соседние балконы соседних номеров. Вид на море, бассейн, играет музыка. Вот так вот выглядит зона отдыха. Все симпатично, все красиво. Место для сушки ваших вещей. Выходим. Также система кондиционирования централизованная, управляется на пульте. Смотрим душевую и туалет. Как все выглядит. Душевая все так же приличных размеров. Открываем дверку. Ну вот. Свободно помещаемся здесь. Можно даже не одному. Принимаем душ. Как выглядит умывальник. Имеется много туалетных принадлежностей. Шампуньки, гели, мылка. Индивидуальное зеркало и большое зеркало над умывальником с подсветкой. Все как положено. Здесь же работает вентиляция. Зона туалета. БД и туалет 2 в 1. Все под кафелем, все аккуратненько. Полотенечко, бумага, все присутствует. Нам номер понравился. Что в шкафах? Одеялка, тремпеля присутствуют. Да, в наличии сейф, карандашик, иголки, нитки, пакет. Все необходимое, что вам нужно, вы здесь найдете. Вот так вот выглядит стандарт. Уходим, забираем карточку. Номер 1404. Курить в комнатах запрещено. А сейчас посмотрим номер 1401. Это сьют номер, двухкомнатный. Открываем. Карточка, дверь открылась, заходим, устанавливаем карточку в нишу. Так, не так. Устанавливаем карточку в нишу. Электрика заработала. Проходим, посмотрим, как выглядит номер. Значит, при входе у нас большой коридор. Значит, что здесь интересного? При входе с левой стороны шкаф, в шкафу тремпеля, сейф. Сейф здесь бесплатно. Имеются всякие полезные штучки, пакетик, карандашик, ложечка, почистить обувь, столик для обуви и для ваших сумок. Здесь же находятся тапочки. Смотрите, здесь две комнаты. С правой стороны комната, две односпальные кровати. Как это все выглядит, смотрите сами. Имеется бра, подсветка для чтения. Зарядить можете свой телефон. Шкафчики с доводчиками. Большой телевизор. Комнату можете закрыть. Пульт дистанционного управления. Столик. Холодильник. В холодильнике присутствуют сладкие напитки, сок, водичка. Пополняется каждый день. Вот так выглядит комната. Здесь балкона нет, просто окошко. Окошко на соседний отель. Вторая комната. Здесь двухспальная кровать, довольно большая. Хороший упругий новый матрас. Картина. Система кондиционирования здесь центральная. Вы можете регулировать необходимую температуру. Вот такой имеется пульт на стене. Большой довольно телевизор. Телевизор Беко, но довольно внушительной диагонали. Что это у нас такое? Не будем распечатывать. Что-то интересное, однозначно. Шкафы присутствуют. Такой большой пуфик. Еще один холодильник. Опять же напитки сладкие и сок. Большущее зеркало с подсветкой. И здесь уже присутствует балкон. Выходить не будем. Балконы здесь небольшие. Вид на соседний отель.
Вот так выглядит комната Сьют. Отель Orange County. Сейчас посмотрим, как выглядит техническая комната. Сразу при входе с левой стороны у нас умывальник. Имеются туалетные принадлежности. Вот такой большущий выбор у нас и шампуни, и там пилочки для ногтей, и что только нету. Мыльницы, очень приятно, 2 мылка. Большое зеркало с подсветкой. Так, чего мы не находим? Мы не находим фен. Перед нами душевая кабинка, очень внушительных размеров, кстати. Вот смотрите сами, как это все выглядит. Прилично. Ну, номер Сьют. Все блестит. Свеженькое, аккуратненькое. Так, ищем фен. Квест. Ага. И вот у нас спрятан фен. Ну да, шкаф можно закрыть, феном пользоваться. Удобно, неплохое решение. Фен нашли. С правой же стороны у нас еще дополнительная комната. Висит полотенечко для ног. Такой, как бы скажем, что ли, детский душик, не знаю. Тяжело что-то сказать. Вот такого типа поддон, не поддон. Специальное углубление, чтобы вода не разбрызгивалась. Ну и унитаз. Биде 2 в 1. Все очень интересно. В Сьюте присутствует 2 душика. Комната закрывается. Интересное оригинальное решение. При входе с левой стороны телефон, связь с ресепшн. Ну все выглядит достойно. Выходим. Выходим из номера. Не забываем, забираем карточку. Карточку не теряем. Захлопываем дверь. Номер 1401. Отель спроектирован и стилизирован под архитектуру 16 века. Это набережная Амстердама. Пройдем посмотрим, убедимся в этом сами. Здесь имеются указатели для вашего удобства передвижения по отелю. У отеля очень много наград. Смотрите, 2022 год. Также много грамот. Это все перед вами. Настоящий музей. 2018, это у нас 2011. Очень интересно. Сейчас заходим в зону спа и ознакомимся, что нам здесь предлагают. Автоматические двери, нам открылись. Ну вот. Это как бы минус 1-й этаж. С левой стороны присутствует доктор. При необходимости можно к нему обратиться. Очень большая территория, ребят. Будем разговаривать тише. Сейчас мы проходим в зону СПА. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы узнать, что в зоне СПА предлагают отдыхающим здесь. Если можно, Хорошо, расскажи. расскажем. Да. Проходите за мной. Хорошо. Вот эта вся часть, эта зона включена в стоимость путевки, то есть 2 кабины сауны 90-85 градусов, также комната с паром 45 градусов, она работает каждый день до 5 вечера. Далее 2 зала хамама, это большой зал. Скажите, а мы можем заглянуть? Там сейчас свободно? Свободно, конечно. Спасибо. Смотрите, здесь жарко и парко. И вот так вот выглядит само здание хамам. Ребят, вот в каждом отеле свой хамам, свои фишки. А что с правой стороны? Отдельные комнаты массажные? Да, там тоже хамам, на 3-4 человека. На 3 человека отдельная комната. Ага, вот так здесь все устроено, ребят. Так, выходим. Это большой зал. Так. Также есть VIP. Пойдемте покажу. VIP хамам, он рассчитан на 2 человека. Это на 2 человека. Вот такая подсветочка здесь.
Очень красиво, уютно. Я бы сказал бы, ну супер, выглядит все супер. Так, Душевые кабины, соответственно, после сауны, после бани можно принять душ. ясно. Далее проходим в зону массажа. Здесь комната отдыха после массажа. И Отдыхаем. Отдыхаем. перед ним тоже есть косметические услуги, тоже у нас Так, косметолог вот, работает. пожалуйста, косметолог. Далее идут массажные комнаты на одного человека. Выглядят они примерно вот так. Имеется стол и рабочее место массажиста перед вами. Вентилятор, если вам жарко. Отлично. Сейчас я вам покажу комнату VIP. Так, с левой стороны С что? левой стороны у нас находится VIP VIP хамам, хамам. сауна, все это внутри. Угу. Далее в этой комнате находится 2 массажных стола и, соответственно, джакузи. А вот я сегодня в отеле видел, как бы красивая ленточка на номере, ожидают молодожены. У вас есть специальные какие-то программы для Есть таких? у нас специальные программы, они проходят здесь, в этой комнате в основном. То есть мы наполняем по желанию, джакузи можно наполнять молоком, шампанским, то есть Ох уже ты. как ваша фантазия. Ну Также да. алкоголь можно заказать, фрукты, то есть, ну, все как хотите. Программа здесь 1,5-часовая. Угу. 30 минут в хамаме делается пилинг, кофейный, пенный массаж и потом уже часовой микс-массаж со всеми камнями и техниками. Спасибо большое. Пожалуйста. Анжелика, скажите, пожалуйста, а как попасть к вам? Как люди записываются или как вообще это происходит? Вот я пришел и говорю, я хочу массаж, или расскажите, пожалуйста. Для того, чтобы попасть в наш райский уголок, вам всего лишь нужно записаться на стойке регистрации на 1-м этаже или спуститься к нам сюда, в спа-салон. Я понял. А вот передо мной я вижу цены. Это актуальные цены на сейчас? Это актуальный ценник на данный момент, то есть здесь предоставлены услуги турецкого хамама, пилинг, пенный массаж и разновидности массажа. Предлагаю вам, нашим зрителям, нашим подписчикам канала Эдвард Кот, делать небольшие скидки, если не скажут, они подписаны на наш канал. Вы согласны? Обязательно. Договоримся. Спасибо. И вам спасибо. И выходим во дворик. Автоматически раздвижные двери. Смотрим, как выглядит отель. Это зона отдыха. Здесь же люди питаются в главном ресторане, который находится с правой стороны. Если мы пойдем в левую сторону, встречаем информационную доску, узнаем, где какие мероприятия, и проходим. С левой стороны у нас фитнес-клуб. Можно заняться спортом, покрутить велосипед, беговые дорожки с видом на двор отеля. Имеются теннисные столы. Приходите, играйте. Вот перед вами одно 5-этажное здание основное, где располагаются отдыхающие. Называется это здание Амстердам. Стилистика, все как набережная Голландии. Зона бассейна, имеется топчаны с матрасами, водная горка, 1 и 2. Горки работают по часам. Здесь же вход в бассейн и такой импровизированный водопад. Можно пройти в воду и получить массаж от падающей воды. Вот так вот выглядит основной корпус отеля. Здесь же имеются такие 2-этажные виллы, так называемые Волендам. Ну а сейчас пройдем, посмотрим, как устроен номер. А вот собственный дворик. 2 стульчика и столик. Ну а сейчас заходим, посмотрим номер 6003, так называемый Волендам. Прежде всего, очень много зеркал. Как выглядит номер? На 1-м этаже. Ну, в общем, стилистика везде выдержана одинаково. 2 полуторки-кроватки. Присутствуют тумбочки, свет, шкаф.
Все так же дополнительная подушечка, сейф. С другой стороны тремпеля. Имеются тапочки. Еще большое зеркало и кондиционер. Здесь уже кондиционер, сплит-система. Регулировка температуры. Опять же все на стене. Включаем свет. Довольно большая комната. Умывальник. Большое зеркало, индивидуальное зеркало. Душевая. Туалет. Унитаз 2 в одном. Унитаз и биде. Еще одно большое зеркало. Телевизор. Холодильник с напитками. Пульт. Кондиционер и телевизор. И проход на второй этаж. И попадаем во вторую комнату. Интересно. Столик, телевизор, шкаф, креслица, еще столик. И 2 кроватки. Система кондиционирования центральная. Пульт управления находится на стене. Выставляем нужную температуру. Все, уходим. По лестнице нужно передвигаться аккуратно. Вашему вниманию такая большая-большая комната. Смотрите, мост Амстердама. Да, здесь имеется специальная, как бы над водой или около воды у бассейна. Вокруг, видите, бассейна можно проплыть. Находится сцена, там же проводятся всевозможные мероприятия. Сейчас работает анимация, играют дартс. Интересно, лежачки находятся прямо в воде. И место, где находятся зрители, если вы пришли на какое-либо из мероприятий. Также можно находиться на таких вот подушках. Ну а сейчас выясняют, кто победитель. Играют дартс. Вот такие баталии. О! Гуляем по улицам Амстердама. Колоритное здание. Здесь же с левой стороны можно заказать кальян. Раба. Пожалуйста, берем кальян и отдыхаем. Выбор. Самый лучший кальян здесь. Только Orange Country. Только здесь самый лучший кальян. Вот с любым вкусом. Даже жевательная резинка. Челек. Ананас. Лимон и арбуз. Да. Если вы договорились о свидании, то здесь можно приобрести цветы в красивой упаковке и доставку. Очень много мест для отдыха. Смотрите, подходим, смотрим, бар, а здесь уже 2 мохито. Вот так вот выглядят зоны отдыха у бассейна, очень удобно. Здесь же имеются мостики, вы можете перейти через бассейн в любом месте. Имеются сеточки, еще организованные места для всевозможных мероприятий. Можно играть так называемый теннис в воде. И что самое интересное, много мест, где вы можете на сцену подняться из воды и также наоборот окунуться в бассейн. Глубина бассейна 1,40 м стандарт. Если вам захотелось водички, вот пожалуйста холодильнички на территории или айран. Взяли, попили. Места для отдыхов. В тенечке можно или на солнышке. Очень удобные матрасы, мягко. Находимся, отдыхаем, загораем. Еще дополнительно лежаки. Рядом же есть комнаты, где можно переодеться и сменить или одеть плавательные принадлежности. Еще один из баров, где можно перекусить, если вы проголодались. Национальные лепешки. Это
Как это называется? Lahmacun. Мгм. И, соответственно, как это называется? Döner kebap. Люля кебаб. Döner kebap. Türk iş döner kebap. Окей. Смотрите, вот здесь выпекают бублики. Такие пирожочки. Вот в печь. Вот так вот все происходит. Teşekkür ederim. И в печь, и сюда. Окей. Зона отдыха. Отель Orange County. Здесь работает диджей. О, окей. Зоны отдыха. Это платные зоны отдыха. Вот так они выглядят. Вот видите, уже зарезервировано. Зона ресторана, снэк-бара перед вами. Вот такая мельница, и там хорошо можно покушать. И рядом с мельницей еще один бар. Кто любит бары, тому понравится. Только прошел метров 5-10 и снова попадаем на что? На алкоголь и пиво. Вот так вот. Рядышком с отелем можно покататься на лодочке, заказать полет с парашютом, водные виды спорта, а также мотоциклы. Вот так выглядит пляж. Навесов и лежаков предостаточно. Рядом с баром достаточное количество вот таких вот холодильников, где можно взять айран, попить водичку. Вдруг вы ночью проголодаетесь? Вашему вниманию ночной суп. Меню второго этажа. Нажмите на паузу и ознакомьтесь. И есть вот такой проход. Поднимемся на второй этаж, посмотрим виды, какие нам откроются со второго этажа. Вот так вот выглядит здание основного корпуса Orange County. Это огромное расстояние. Это город. Город Амстердам. Портовой части. Архитектура 16 века. Находиться здесь очень интересно. Все время открываем какие-то новые зоны отдыха и развлечений. Отель. Концепция 16+. С детками, увы, здесь отдохнуть у вас не получится. Здесь же можно также перекусить. Здесь можно попробовать мороженое, а также есть все напитки. Сок, спиртные напитки и напитки Pepsi-Cola, джин. Окей. И пиво. Водка. Виски. Подкрепившись в баре гамбургером, можно пойти к пляжу и посмотреть, что происходит на море, а также на пирсе, который огромный у этого отеля. Сейчас мы вам все покажем. Зона отдыха и пляжа отеля. Рядом с бассейном и зоной отдыха имеются вот такие душики. Можно смыть с себя соль, если вы с моря, просто принять душ, и комнаты для переодевания. Здесь же проводят замену полотенец. Сдаете, здравствуйте, сдаете полотенечко, берете карточку или же просто меняете полотенце на новое свежее. Рядышком с бассейном имеется также бар, так называемый, где можно покушать сладости. Здесь предлагают на выбор
любые вкусняшки, булочки. Предлагаемые пироженки. Очень большой выбор. Вот смотрите, какая интересная штука. Сейчас мы его закажем. А также можно попить чай и кофе. Если вы играете на музыкальном инструменте, добро пожаловать, можно сыграть. И вас оценят. Вот так вот выглядит зал. Можно находиться как в этом помещении, а также выйти на террасу и любоваться морем. Смотрите, как красиво. Вид на пляж, вид на пирс. Очень много людей на пирсе. Ну и море, красивейшее море. Море и горы. Teşekkür ederim. Такая красота, ребят. Кофе и такие пироженки. Ну и что у нас здесь? Чашечка из белого шоколада и крышечка такая же. Ну и такая вкусняха. Будем пробовать. Имеется место, где самостоятельно и на улице можно взять, заказать чай и кофе. Также различные напитки. Оранж, apple, вода и вишня. Если же вам захотелось попить водички, берем водичку здесь, с холодильничка. Ну а сейчас выйдем к пляжу, покажем, как он выглядит, что в нем интересного. Имеется место, где можно переодеться, а также принять пресный душ, смыть с себя соленую воду. Протяженность пляжной зоны составляет около 70 метров. Вот вся эта территория до водных аттракционов — это пляж отеля. Как выглядит вход в море и лежаки. Лежаки — это сеточка, удобно здесь находиться, быстро высыхают. Имеются специальные мостики, так называемые, плавный вход в воду. Море и берег. Мелкая галька, плавный вход в море, и каких-либо больших камней я не вижу. С левой стороны от пирса также имеются специальные мостики для входа в воду. Такое же дно. А сейчас посмотрим, как выглядит пирс и пляж со стороны пирса. Пирс покрыт специальным волокном, который, в общем-то, пропускает воду, но не намокает. Имеются вот такие вот навесы. Вы находитесь на пирсе, и в то же время вы в тени. Имеются специальные мостики, с них можно нырять, а также выход из воды. Ну и кто не хочет нырять, можно спуститься прямо на глубокое место. Это можно попить. Это так называемые витаминные напитки. Спасибо. Здесь же дополнительно имеются места для отдыха, так называемые скамейки. Можно заказать алкоголь. Алкоголь здесь платный. Привет. Yes, not платно. Not бесплатно, платно. Платно, платно. Я и говорю. Здесь алкоголь, один из баров, где можно хорошие напитки заказать. Здесь и есть виски, водка, шампанское. Yes, everything we have. Все есть, все в наличии. Это перед вами экстра бар. Здесь же проходят вечеринки. Сцена для проведения вечерних мероприятий. Имеются вот такие зоны отдыха. Имеются шатры. Но это за отдельную плату. Здесь же место тоже можно нырять. И лесенки для удобства, чтобы подняться назад на пирс. Зона
где можно переодеться. И душик, чтобы смыть с себя соль. Вот так выглядит пляж. Отличные красивые места для отдыха. Однозначно отель рекомендуем. Отель ультра все включено. Вот такая стилистика отеля. Все организовано для отдыха. Один из баров у бассейна. Здесь можно заказать кофе. Если вы голодный, можно перекусить. Merhaba. Lütfen 2 Turkish coffee. Teşekkür ederim. Рекомендуем кофе. Кофе у бассейна. Арт кофе. О, çok güzel. Интересные настоящие бои. Смотрите. А? Настоящие бои. Можно потанцевать здесь. На протяжении всего отеля, внизу отеля, располагаются бутики, а также зоны отдыха. Можно пройти в отель, посмотреть фотографии, зайти в компьютер. Здесь же имеется фотостудия. Привет. У нас наши подписчики спрашивают, сколько стоит услуга фотографа на час. Приехала девушка, красиво оделась, подходит к вам и говорит: я хочу, чтобы вы меня час поснимали. Сколько такая услуга будет стоить? На час у нас идет по счету фотографии. Одна фотография $7. $7. Понял. Ну, именно спрашивают, чтобы она сама заказывала, сколько фотографий. Ну, в общем, это все равно, если вы работаете час или 3 часа, стоимость фотографий. Правильно я понимаю? Да, стоимость фотографии. Ну, и она выбирает, что нравится, и за это и платит. У нас Всё. нет, например, должна купить столько-то. Такого нет. Все, я понял. Спасибо. Пожалуйста, вам спасибо. Если вам необходимо, можно посетить парикмахера. Гранд Кафе перед вами. Еще одно кафе, где можно, опять же, заказать любые напитки, в том числе алкоголь европейский. Вот сколько старых вырезок из газет. Смотрите. Амстердам, в Кемере.
Как интересно. Голландия в Кемере. Супер. Это история. Интересные фишки отеля. Подходим к двери, провели рукой, вас считал датчик, и вы заходите. Дверь открывается сама. Ну а сейчас мы показываем, как выглядит зал ресторана отеля Orange County. Сейчас расставляют блюда. И когда все будет готово, мы пройдем, покажем, чем угощают в нашем ресторане. Это место, где отдыхающие самостоятельно берут хлеб. Есть нарезанный. Смотрите, разные сорта. Есть такие, как булочки. И вот такой вот хлеб. Самостоятельно берете хлеб и проходите дальше. Кто хочет покушать первое блюдо, здесь на выбор представляем 4 супа. Это чечевичный, куриный суп, томатный суп и турецкий, так называемый свадебный суп. Берем, насыпаем тарелочки и кушаем. Ну а сейчас посмотрим, чем угощают повара в отеле. Пройдемся, покажем. Традиционно много зелени. Вашему вниманию. Салаты, соленья. Конечно же, оливки. Смотрите, какой большой выбор здесь. Соусы. Нут, кукуруза. Я вам скажу, отличная красивая подача. Перед вами роллы. Соусы. Имбирь. Салаты. Очень много зелени традиционно. Лучок, редиска, редька. Вот вы видите все сами. Соусы, аджика, салат типа оливье, прошу прощения. Очень красивая подача, ребята. Все сделано с изюминкой, смотрите. Получается произведение искусства. Сразу возникает желание его попробовать. Смотрите, еще интересная фишка. Внизу работают холодильники. Столы все охлаждаются. И все блюда, они охлаждаются снизу. Вот так вот беспокоиться о том, чтобы, не дай бог, что-то не пропало. С этой стороны, смотрите, это холодильник, 7 градусов, холодный стол. Здесь же выложены пироженки. Они также охлаждаются, чтобы это было все прохладным и не испортилось. Вот здесь 12 градусов. Стол охлаждается. Смотрите, здесь же вот такие вот маленькие столики, они с подогревом. Вот для вас кебаб, запеченный на противне. Он стоит здесь, и он все время подогревается. Смотрите сейчас, как готовят бутерброды. Все аккуратно, в перчаточках. Наверное, очень вкусно. Вашему вниманию показываем. Это национальная кухня. Кстати, что хочу сказать. Все подписано на разных языках. Вы не перепутаете. Если это котлета, это котлета. Запеченная курица, это курица. Перед вами котлеты с соусом. Фаршированные виноградные листья. С этой стороны
кебаб из баклажан, тушеная белая фасоль, кебаб с пюре жареных баклажан, интересная вот отварная шея ягненка. Очень интересное блюдо. Перед вами зона гриль. Здесь стейк, овощи на гриле. И смотрите, это все также подогревается, держит температуру 80,5-87 градусов. Для того, чтобы это всегда было тепло, если вы придете позже и не пропали продукты. Курица на гриле. Здесь же уже рыбка готова, рыба на гриле. Вот так все аппетитно выглядит. Продолжают готовить. Здорово. Смотрите, здесь же уже и соус. Пожалуйста, поливаем и кушаем. Соте из осьминогов. Соте из индейки. Зона гриль. Здесь можно попробовать китайскую кухню. Предлагают лапшу с овощами, мясо утки, хрустящая курочка, соте, рис по-китайски, очень интересно, курица по-китайски, китайские манты, овощи тушеные в китайском соусе. Это рис отварной, очень вкусный, запеченный фарш, кебаб, булгур, говядина с картофелем и йогуртом, плов, кебаб на противне, запеченная рыбка. Все очень аппетитно и вкусно выглядит. Осталось только пробовать и кушать. Гамбургер Orange County. Окей. Вашему вниманию сладкие блюда. Ну вот, как не задержаться у такой красоты? Очень все с душой сделано. Смотрите, это белый шоколад и внутри такой кофейный мусс. Ну, кондитерка это, конечно, фишка. Пирожные, стаканчики с всевозможными, я не знаю, наполнители крема, крошка и клубничка. Смотрите, как это все выглядит. Отдельное видео можно снимать чисто по пирожным, мороженым, я не знаю, что тут еще, тортикам. Вот вашему вниманию, смотрите, как все выглядит. Ежики какие-то, тортики. Да. Подходим к зоне фруктов. Клубничка, бананчик, мушмула по сезону, ребят, яблочки, грейпфрут. Ну и еще сладости. Сладости, которые запекаются в сиропе. Еще клубничка. Все перед вами. Яблоко и груша в ассортименте. Ресторан ожил, пошли первые посетители, все довольны, все делается вовремя. Играет музыка, приятно находиться здесь. И вкусные, очень вкусные блюда. Ну а сейчас мы должны сказать большое спасибо самому главному человеку. Это шеф-повар
нашего ресторана. Спасибо вам большое за вкусный ужин. Спасибо большое. Спасибо. Ну и всем приятного аппетита. На этом наше видео знакомство с замечательным отелем Orange County будем заканчивать. Ребят, всем мира, добра и всем пока. Отель Orange County.